Дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Я сегодня подарю вам ритуал, но без алтаря, точнее очень сильный заговор. Без алтаря, поскольку очень устала, в последнее время очень сильной работой. Естественно, я взялась помочь человеку, потому как больше никто не поможет. Но это, конечно, мне стоило очень больших сил. Разбитость, усталость ужасная. Но ничего, я восстановлюсь. Тем более еще здесь у нас стройка. Вот как раз пока мои домочадцы спят, я тут решила приготовить поесть на утро. Хотя мне 100 раз сказали, что не нужно, все сами сделают, но все же совесть не позволяет. Уж совсем хочется чем-то помочь, потому что я все время в делах, в своей работе практически не участвую ни в чем. Немного неудобно. Ну вот пока готовлю, заодно решила снять. Вы видели очень много моих работ и с алтарями, и без алтарей, поэтому я не думаю, что есть это. То есть это такая острая необходимость прямо сейчас с алтарем вам показывать, вы и так поймете. Ритуал на приумножение имущества. Чем больше у вас имущества, тем больше будет прибывать. Да, усталость сказывается. Ну и да, больше будет прибивать ваших врагов. Сродни ритуалам Анеюшка, Соломонитушка, Дед Хабар, Дед Сидор, которого все хвалят, особенно сельские жители, потому что для села хозяйство, сами понимаете, это основа жизни. Многие говорят, что многие соседи прям дохнут от зависти, видя, что их вся живность жива, здорова, и они очень неплохо зарабатывают на этом. Ну, от зависти у нас тоже есть средства. Мы знаем, что начитывать и очищать эту зависть. В любом случае, это из серии шаманизма. Это вызов шаманских сил, шаманских духов. Шаманизм в некоторых странах официальная религия. Монголия, например, Республика Тыва. Калмыкия, хотя буддийская, но там шаманизм так прочно существует. Да и вообще шаманские духи, шаманские целители. Шаманы сами по себе кто? Они жрецы, посредники между миром духов и людей, между миром богов и людей. Это потом их сделали колдунами, ну, как обычно. А так они на самом деле жреческая каста шаманов. Про шаманов я как-нибудь сниму очень подробно, потому что многие сейчас выдают себя за шаманов только потому, что лису напялили на бошку. Вот они шаманы. Бубен купили и все. Это гораздо глубже. И шаманизм, он распространяется от Азии до Северной Америки, до Южной Америки, Латинской Америки и так далее. Глубокая тема, изучим с вами. Но пока заговор, довольно сильный заговор с помощью шаманских духов, призывать в свою жизнь удачу. Точнее, приумножать все, что у тебя есть. Это работает точно так же, как и все те работы, которые вы знаете. И, между прочим, эти заговоры, они как раз для людей, у которых нет возможности уединяться, делать, да, у которых там, скажем, много народу в доме живет, или, например, она живет не одна, муж снимает квартиру, пока снимает, потом купит свой дом, конечно, если будет делать как положено. Что нужно делать? Открывайте шкаф, смотрите, есть у вас шуба или красивые вещи. Начитывайте, глядя на все это. Открыли сундучок, есть у вас там украшения, хоть какие, серебряные, неважно какие, их будет больше. Начитали.
Открыли кошелек, начитали, где-нибудь прячете деньги, еще раз говорю, в сундуке прячьте или в таком месте, чтобы было свободное место. Вселенная не любит пустоту, она заполняет. Есть место пустое, там, где деньги лежат, у вас заполнится, еще больше будет. Нельзя в тугом кошельке держать. Откройте, посмотрите закон денег. Я там просто объясняю очень простые, доступные, понятные вещи, которые просто поменяют ваше мировоззрение, жизнь и отношение к деньгам и ко всему. Итак, читайте на все те вещи, которые хотите, чтобы приумножились. Машина еще нужна, читайте на машину. Более дорогие, скажем так, предметы или вещи, они придут чуть как бы постепенно, да, не сразу. Если вы хотите вторую машину, скорее всего, вам помогут за несколько месяцев купить. Если вы хотите еще какое-то кольцо, скорее вам помогут за неделю купить. Придут эти средства. Приумножится. А теперь, положа руку на сердце, признайтесь самим себе, например, год назад, когда вы делали ритуалы, сколько у вас было драгоценностей, одежды, всего. И вот сейчас сколько их? Их 5-6 раз больше. Наверняка, если вы делали, конечно, мои работы. Мои работы получаются у тех, кто делает. А остальных, пожалуйста, пройдите мимо. Я пыталась, я хотела, я думала, я собиралась, я боюсь, я вот думаю, я не знаю, как сделать, а с чего начать, а как мне быть. Все, до свидания, закройте дверь с той стороны. Вы хотите жить в нищете, мы не будем вам мешать. Может, это ваша заветная мечта. А вот те, которые действительно хотят поменять свою жизнь, которые взялись за себя всерьез и сделали, у них жизнь поменялась. Итак, здесь ничего не нужно, ничего там особенного. Просто начитывайте. И когда вы замечаете, что действительно приумножаете, самое интересное, что и денег вам хватает, и еды достаточно, и вещи можете приобрести. И так получается, что вы попадаете на всякие там распродажи и так далее. То есть, по сути, за короткое время вы понимаете, что вы приобрели все, что хотели, при этом себе ни в чем не отказывали, на макароны не перешли, ели, пили, как хотели, в ресторан ходили, куда хотели уезжали, отдыхали. И при этом у вас опять новая шуба появилась, может, не одна, новые кольца появились, еще и машину смогли купить. То есть все ваши расходы проходят, то есть все эти расходы, как вы делаете, так и делаете. Вы ничего не, скажем так, укоротили нигде, наоборот, живете на широкую ногу, но при этом еще у вас денег хватает жить, при этом у вас еще есть имущество и так далее, и так далее. Почему это так? Потому что вы доверились силам, сказали, начитали, отпустили ситуацию. И она работает. Есть моменты, когда человек делает и забывает даже об этом. Через некоторое время что-то случается и резко вспоминает. Ой, я же делала, я же неделю 2 назад, а я даже забыла, а оно работает. Конечно, работает. Вы же отпустили во Вселенную слово. Все это слово стало делом. Оно никуда не денется. Поэтому говорю, осторожнее со словами. Все сбывается. Итак, начитывать на то, что вы хотите приумножить. Шубы хотите еще? Читайте на свои шубы. Хотите деньги? Откройте сундучок с деньгами. Там сколько бы их ни было, их станет намного больше. Читайте над деньгами один раз. Хотите драгоценности? Читайте над драгоценностями. Хотите второй дом купить? Встаньте, посмотрите на свой дом, начитайте на свой дом. Через, может, короткое время, может, через полгода, может, через год вам дадут дом. И так далее. То есть начитывать на то, что уже есть. Есть люди, которые говорят, а у меня еще ничего нету. Тогда постепенно делайте ритуалы и собирайте их для того, чтобы их приумножить. Чтобы приумножить имущество, оно должно для начала просто быть. В каком-нибудь варианте. Хоть поменьше, хоть побольше, но должно быть. Итак, заговор. Итак, там, где я скажу ваше имя, то есть произносите ваше имя, вы о себе говорите в третьем лице. Многие ритуалы, заговоры, именно шаманизма, кавказской магии, они так устроены. Как бы в третьем лице
на саму себя смотрите со стороны, для себя же просите. Ну, не в некоторых случаях. Я думаю, что вы поймете. Сейчас я вам все объясню. Итак. У ярого костра на берегу великой реки шаманка спит. Шаманка спит, да сон видит. Как духи огня, земли, воды и воздуха вокруг костра хоровод водят. Богов призывает и для, ваше имя, ну я здесь свою скажу, и для Инги богатства просят. Они говорят да приговаривают: о боги великие, о боги древние, озолотите имя ваше, Ингу, я свою говорю. Подарите ей золото и серебро, дары со всего света. Приумножьте во 100 крат ее добро, чтобы ей деньги с небес падали, чтобы ей люди кланялись, чтобы удача ее за руку вела, чтобы в меха ее облачаться, чтобы в алмазах ей купаться, чтобы мир ее лелеял и любил, чтобы народ ее добром одарил. Духи просят, духи взывают, а шаманка за ними повторяет. Да в мой дом добро насылает, мое богатство приумножает, в золото меня всю облачает. Шаманки сон сбывается, у меня богатая жизнь начинается, все богатство мира ко мне стекается, да будет так, и пусть все сказанное исполняется истинно. Повторяя монотонно одни и те же фразы, усиливайте, вокруг себя создаете такую энергию, вибрацию, и пробивается эта стена, и приходит та энергия, которую вы вызываете. Понимаете, почему это делается? Еще раз. Ну вот смотрите, у народов есть определенные традиции, когда они монотонно повторяют что-нибудь, или там в танце ходят, повторяют, вот такие ритуальные танцы. Они создают определенную энергию. Это значит достучаться до определенных сил, то есть вызывать монотонно, пока до них не достучишься, и они идут и выполняют то, что ты хочешь. Еще раз. У ярого костра на берегу великой реки шаманка спит, да сон видит, как духи огня, земли, воды и воздуха вокруг костра хоровод водят, богов призывают, ваше имя, я здесь мое, и для Инги богатства просят. Они говорят да приговаривают: о боги великие, о боги древние, озолотите Ингу, подарите ей золото и серебро, дары со всего света, приумножьте во 100 крат ее добро, чтобы ей деньги с небес падали, чтобы ей люди кланялись, чтобы удача ее за руку вела, чтобы в меха ей облачаться, чтобы в алмазах ей купаться, чтобы мир ее лелеял и любил, чтобы народ ее добром одарил. Духи просят, духи взывают, а шаманка за ними повторяет: да в мой дом добро насылает, мое богатство приумножает, в золото меня всю облачает. Шаманки сон сбывается, у меня богатая жизнь начинается, все богатство мира ко мне стекается, да будет так, и пусть все сказанное исполняется истинно. Заклято. Итак, откуп здесь не нужен. Здесь откупайтесь вы своей положительной энергией, радостной энергией, энергией счастья. Всем удачи, а все остальное я в начале ролика объяснила. Я думаю, вопросов не должно возникнуть.